Тамани. Дорога туда занимает 2 часа. Смотрите в этом мотосериале. Андрей собирается осуществить 3-часовой мотопробег из Чангу через Убуд в Кинтамани и обратно, через горные серпантины, через Ренданг обратно. Больше 100 километров дороги, подъем на высоту 1500 метров над уровнем моря и завораживающие виды на вулкан Батур. На пути встретится много интересного и неожиданного. Вы готовы? Погнали! Да, 1:34 на мотоцикле. Ну, посмотрим, может кто присоединится. Сейчас надо поехать, снять бабки, заправиться. И помчим. Этот байк уже, кстати, многие узнают. Kawasaki. Когда надо прогревать байк, я каву прогреваю где-то до 60 градусов. Перед выездом обязательный ритуал. 4-цилиндровый мотор Kawasaki ZX25R требует времени на прогрев. До достижения рабочей температуры минимум 60 градусов по шкале охлаждающей жидкости. Мотоцикл намеренно ограничивает отдачу. Электроника не позволяет раскручивать мотор в полную силу. Попытка выехать на холодном двигателе означает вялую тягу, нестабильные холостые обороты и повышенный износ. Андрей ждет. Мотоцикл прогревается. Только после этого дорога. Визуальное восприятие скорости на видео ZX25R может вводить в заблуждение. 4-цилиндровый высокооборотный мотор объемом 250 кубических сантиметров развивает максимальную мощность в диапазоне от 15 до 17 тысяч оборотов в минуту. На рабочих оборотах акустическая картина — интенсивный механический звук впуска и выпуска — создает субъективное ощущение значительно более высокой скорости, чем есть в действительности. При детальном анализе видео очевидно, Андрей движется в общем транспортном потоке, не превышая его скорость. Звук — характеристика конструкции мотора, не индикатор нарушения скоростного режима. Ну вы поняли, о чем я. Первая остановка – банкомат. На Бали наличные остаются основным платежным средством за пределами туристической инфраструктуры. По дороге в Кинтамани и у местных торговцев карты не принимают. Андрей знает об этом заранее. Чангу – один из наиболее плотных туристических районов Бали. Узкие дороги, интенсивный смешанный трафик, многочисленные пешеходы и арендованные скутеры с непредсказуемой траекторией движения. Стандартные условия для местного водителя. В такой среде мотоцикл существует в режиме постоянного реагирования, но не активного пилотирования. Скорость потока не позволяет отрабатывать технику прохождения поворотов, держать рабочий диапазон оборотов
или осознанно работать с торможением и разгоном. Именно поэтому Андрей выдвигается за пределы района. На дальних маршрутах меньше трафика, выше скорость потока, другое качество дороги. Только там мотоцикл раскрывается в полной мере, и только там водитель действительно совершенствует свое мастерство. Пока Андрей прокладывает путь через утренний Чангу, у вас есть ровно столько времени, чтобы поставить лайк и написать в комментариях, куда бы вы отправились на его месте. Алгоритм заметит, Андрей оценит. Этот сериал существует благодаря тем, кто его смотрит. Каждый лайк, каждый комментарий, каждая подписка – прямой сигнал алгоритму YouTube о том, что этот контент заслуживает распространения. Без этих действий даже качественный материал остается невидимым. Андрей проехал 3 часа, установил 2 камеры, смонтировал десятки гигабайт видео, чтобы вы видели Бали таким, каким он есть за пределами туристических открыток. Если этот маршрут вам интересен, если техника пилотирования полезна, если просто хочется видеть продолжение, один клик решает все. Подписка, лайк, комментарий. Это занимает 3 секунды. Для канала это означает следующую серию, а их впереди немало. Андрей тем временем приближается к заправке. Следующая остановка – Пертамина. Джалан Рая Чангу. Одна из главных артерий района, который за последние 20 лет превратился из рыбацкой деревни в глобальную точку притяжения. Серферы нашли волны, экспаты нашли тишину, Инстаграм нашел всех остальных. Рисовые поля исчезли. На их месте виллы, бутик-отели и кафе, где смузи-боул стоит как обед на троих в Варунге за углом. Цифровые кочевники, фрилансеры, инфлюенсеры, стартаперы и люди, которые однажды открыли ноутбук на берегу океана и решили, что офис больше не нужен. Чангу стал их мировой столицей. Место, которое искали все, и которое от этого немного перестало быть собой. Балийская жизнь, так это называют в путеводителях. Аутентичный Бали, живая культура, настоящий остров. На практике это означает, что между 2 инстаграмными кафе с одинаковыми авокадо-тостами иногда встречается храм, которому несколько сотен лет, и собака, которая спит посреди дороги и никуда не торопится. Это тоже Чангу. Сегодня это один из самых плотных туристических районов острова. Джалан Рая Чангу в любое время суток живет своей жизнью. Стройки, байки, собаки, грузовики с кокосами и туристы, которые смотрят в телефон, а не на дорогу. Мотоциклы с 3 пассажирами, скутеры, нагруженные так, что непонятно, как они едут. Велосипедисты, дети, идущие в школу – все это одновременно и в одном пространстве на дороге, которая не менялась с тех пор, когда по ней ездили только местные. Светофоры здесь есть, но отношение к ним творческое. Разметка существует, но воспринимается как рекомендация. На перекрестках дежурят регулировщики, и они не просто машут палочкой. Езда без шлема на Бали запрещена, и полицейский на обочине остановит и выпишет штраф без лишних церемоний. Андрей в шлеме всегда. Это не только про безопасность, это про то, чтобы маршрут не закончился на первом перекрестке Чангу. Есть только поток. Живой, непредсказуемый, но по-своему работающий. Если ты в нем достаточно долго, начинаешь чувствовать его ритм. Андрей в нем уже давно. Знает каждую выбоину, каждый слепой поворот, каждое место, где скутер с туристом может выехать без предупреждения прямо из-за припаркованного грузовика. Но знание дороги – это не то же самое, что езда. В таких условиях мотоцикл существует в режиме постоянного реагирования. Здесь нельзя держать обороты, нельзя чувствовать байк, нельзя отрабатывать технику прохождения поворотов или осознанно работать с торможением и разгоном. Можно только реагировать снова и снова на каждый новый раздражитель в плотном потоке. Именно поэтому такие маршруты, как сегодняшний, не просто поездка. Это выход из режима выживания в режим пилотирования.
За пределами района трафик редеет, скорость потока растет, дорога открывается, и мотоцикл наконец получает то, для чего он создан – пространство. Только там водитель по-настоящему совершенствует мастерство. Только там Kawasaki ZX25R SE показывает, на что способен. Но сначала последняя остановка в Чангу. Заправка. Kawasaki не прощает пустого бака. А впереди серпантин, перевал и 1500 метров над уровнем моря. Остановка номер 2. Заправка Пертамина. Четырехцилиндровый мотор ZX25R SE требователен к качеству топлива. Андрей заправляет Pertamax. Октановое число 92. При наличии Pertamax Turbo выбор делается в его пользу. Бак заполнен полностью. На горном маршруте расход топлива значительно выше городского. Искать заправку в горах в планы не входит. Так, ну все, байк заправил. Сейчас заправлюсь сам. Перед выездом на длительный маршрут гидратация. В условиях тропической жары и закрытого шлема организм теряет жидкость значительно быстрее, чем в обычных условиях. Андрей берет с собой минимум 1,5 литра воды. Остановки для питья каждые 40-50 минут. Сразу мокро. Спина так вообще уже все. Вот. Но жара лучше холода. Были недавно в Корее. Холодина. 8 градусов тепла. Для нас тоже холодно. Поэтому лучше плюс 25 и потеть, чем мерзнуть в плюс 8. Ну или вообще мерзнуть, как раньше в Сибири при минус 30. Вот. Ладно, все, пора ехать. Сейчас едем через Убуд. Можно, в принципе, через Гианьяр, или как его правильно называть, через Денпасар. Сейчас подумаем, как ехать. Выберем дорогу. Всегда, когда ездите на Бали, выбирайте не мотоцикл, а машина. Потому что если вы выберете мотоцикл, будет вести вас обезьяньими тропами. Настройка навигации. Важная деталь для тех, кто впервые едет по Бали на мотоцикле. Google Maps в режиме «мотоцикл» прокладывает маршрут через грунтовые дороги и узкие сельские тропы. Режим «автомобиль» дает нормальное дорожное покрытие. Андрей знает это из личного опыта. Экипировка. Шлем. AGVK-1S с интегрированным интеркомом. Навигация и аудио. Прямо в уши, без необходимости смотреть в телефон. Балаклава. Защита от пыли, выхлопных газов и солнечного излучения под забралом. Стандартный протокол перед каждым выездом. Мотоцикл Андрея настроен под конкретные условия эксплуатации. Резина Michelin Power 6, дорожные полуслики с глубоким протектором. Глубокие канавки обеспечивают отвод воды и сцепление на загрязненном покрытии. Критично на горных дорогах Бали, где мокрый асфальт и песок в поворотах не редкость. Звездочки. 13 зубьев спереди и 50 сзади вместо стандартных 14 и 45. Укороченная передача повышает отзывчивость на газ и держит мотор в оптимальном диапазоне оборотов на серпантине. Потеря максимальной скорости – осознанный компромисс. В следующей серии утренний выезд из Чангу и путь через центр острова, балийские деревни, рисовые поля и живой трафик. А в финале – то, из-за чего весь поток встал и никто не возражал. Если хочешь видеть продолжение, подписка и лайк. Это 3 секунды. Для канала следующая серия.